сегодня празднуют 20-ю годовщину союза со славным мужчиной. If you are a woman Так вот, если вы, that is celebrating today которая сегодня это празднует, 20 years of marriage 20 лет брака, to your knight in shining armor, со своим рыцарем в блестящих доспехах, raise both hands. подними обе руки. Oh, let's give Amelia Молодец. It says something very sweet in Russian. You want to read it? No. Okay. We've been talking about the marriage relationship. Мы тут говорили о брачных отношениях. We've been talking about relationship between brother and sister. Об отношениях между братьями и сестрами, Relationship between friends. отношениями между друзьями, Between children and parents. между детьми и родителями, Between neighbors, between co-workers. между соседями, между сотрудниками. But our primary focus has been on the relationship between husband and wife. Но основное наше внимание мы уделяли взаимоотношениям мужа и жены. And we've especially been centering our study on the differences between men and women. И особое внимание мы обращали также на различия, которые существуют между мужчинами и женщинами. Because differences cause conflict. Потому что различия провоцируют конфликты, Conflict leads to chaos. а конфликты приводят к хаосу. Chaos leads to great unhappiness. А хаос своим результатом имеет большое несчастье. And instead of us getting closer to each other and to God, we find ourselves getting farther from each other and to God. Несчастливый брак. И вместо того, чтобы все больше сближаться друг с другом и с Богом, на самом деле пора отдаляться друг от друга. So I've been listing a lot of differences. Мы с вами уже упоминали многие различия. Tonight I want to conclude a list of differences И сегодня я хотел бы завершить разговор об этих различиях. and then move on to those words you see in English over my right shoulder on that board. И потом перейти к тем словам, которые записаны сейчас на доске. 8 things that we get to do, that we need to do in order to have an even better relationship. Это 8 принципов, которые мы должны стараться исполнять в нашей жизни. Again, welcome to our study И tonight. опять же, я благодарен вам за то, что вы пришли на наши занятия, и добро пожаловать. We have guests that are new to us. Thank you especially for being with us. У нас сегодня есть гости, я особенно благодарен им. Спасибо вам за то, что вы среди нас. You honor us with your presence. Своим присутствием вы почтили нас. Okay, most men want to solve the problem. Большинство мужчин стремятся разрешить возникшую проблему. Most women want to discuss the problem. А большинство женщин хотят обсудить возникшую проблему. Men typically prefer action. Мужчины обычно предпочитают действовать, Women prefer discussion. а женщины предпочитают обсуждать. And like with all the differences I have listed or will list, there are exceptions to И опять же повторю уже в который раз, как и в случае с любыми различиями, о которых мы уже говорили, еще будем говорить, из каждого правила существует исключение. Some women are more like men, and some men are more like women in their attributes. По своим качествам, по своим проявлениям, некоторые женщины больше походят на мужчин и наоборот. Men typically talk about things. Мужчины обычно говорят о вещах, о предметах, Women typically talk about people. а женщины предпочитают говорить о людях. Typically, the woman in the home is the more spiritual person. И если говорить о семье, то обычно большую духовность имеет жена. Of course, he should be the most spiritual person. Конечно, мы знаем, что это он, то есть муж должен быть. In fact, men, we've been instructed by God, Ephesians chapter 5. Мы, мужчины, помним, какое повеление дано нам от Бога в послании к Ефесянам 5:25. To be the head, the spiritual head of our family. Главой, духовным главой своей семьи. Even as Christ is head of his church. Точно так же, как и Христос является главой своей церкви. Many men
no offense, are failing miserably at this responsibility. И в этой связи скажу, к большому сожалению, большинство мужчин не справляются с этой задачей. It is usually the woman in the family И обычно вот эту функцию is trying to pull the man more towards God, pull the children more towards God. она старается всю семью и мужа свою в первую очередь приближать к Богу. In America, this is a significant challenge our families face. В Америке это очень серьезная проблема, которая сейчас стоит перед многими семьями. In Ukraine, it is my observation, it's even worse. Но, насколько я могу судить по моим наблюдениям, на Украине дела обстоят еще хуже. Now, this congregation is an exception to the rule. Но я так думаю, что эта община является хорошим исключением из этого правила. Lots of godly men worship here. You're leading your families in a Потому good что direction. я вижу здесь очень много благочестивых мужчин, глав семейств, которые ведут свои семьи к Богу. So we've got to continue to challenge our men to step up. И все мы должны продолжать призывать своих мужей приближаться к Богу. And of course, ladies, if he won't step up, you have to step up. И обращаясь к женам, к женщинам скажу, если уже муж никак не поддается, то эту функцию придется выполнять. Isaiah 38:19 says, "The father to the children shall make known thy will." И в книге пророка Исаии написано, что именно отец семейства должен доводить до детей волю Божью. Ephesians 6 says, "You fathers bring your children up in the nurture and 6 глава послания к Ефесянам говорится, что отцы ответственны за обучение своих детей в наставлении Господнем. What happens if father won't do it? А что происходит, если отцы не справляются с этим? Mama's got to step up. Это должна взять на себя мама. That's hard to do, but you got to. Your kids Это are worth the очень effort. трудно, но выхода нет. You know, apparently the mother of Timothy, her name was Eunice, she stepped up. No mention of Timothy's father. И, скорее всего, так и произошло в семье Тимофея. Именно его мать как бы привела ему веру, потому что нигде не говорится о его отце. Lois, the mother of Eunice, stepped up. No mention of Eunice's father. Евника звали ее. У этой мамы Тимофея была своя мама, Лоида, и она, очевидно, выполняла ту же функцию в своей семье, потому что об отце Евнике ничего не сказано. Even kind of a mystery, late in the life of Jesus, there's no mention of his earthly father. It's always Mary, Mary, Mary. Where's Joseph? И также скажу, что, скажем так, последние годы жизни, земной жизни Иисуса также покрыты тайной в том плане, что нигде не упоминается больше о его отце. Все время говорится о Марии и Марии. She's the earthly parent at the cross. И у распятия именно она одна из родителей стояла. After the ascension of Jesus, she's the earthly parent that's with the other disciples in the upper room. А после его воскресения она и вознесения она собиралась вместе с другими учениками в горнице. So somebody in the home's got to be making the decision. We will worship God. Поэтому кто-то из родителей должен принять решение и взять на себя обязанность, We will go to these classes. что мы будем поклоняться Богу, мы будем ходить на занятия, We will pray together. мы будем молиться вместе, We'll not watch garbage on TV. мы не будем смотреть всякие We'll sit around the музыки, table gossiping about people. мы не будем собираться вместе, чтобы обсудить недостатки других людей. And that is job number one for daddy. Но, как я уже говорил, это главная задача номер один для But again, семьи. unfortunately, more women are spiritual than are И men. опять же повторяю, что, к сожалению, женщины более духовны, чем мужчины. Thank you, ladies, for your great example of spirituality. И спасибо женщинам за ваш чудесный пример такой высокой духовности. Women buy more books that teach about marriage and the family and the home. Как правило, женщины покупают больше книг, в которых говорится о брачных отношениях, о обустройстве дома. Again, there are exceptions, Опять же, есть but исключения. usually it is the woman who is more interested in having a better family. Но, как правило, именно женщина больше всего беспокоится о том, чтобы брачные отношения были лучше и лучше. It is usually the woman who's more willing to go see a marriage therapist or counselor.
И если в семье возникают проблемы, как правило, именно женщина, скорее всего, пойдет и попросит помощи профессионала. He is more competitive than she is. Он более склонен к соперничеству. She is more nurturing than he is. А она более склонна проявлять заботу. Men like to win. Мужчины любят побеждать. At least I've heard some of them do. Ну, по крайней мере, я слышал некоторые. Women don't typically care as much about that. Но, как правило, женщин это мало волнует. He is more visually oriented. Он более оперирует зрением. She is more verbally oriented. А для нее главное слова, то, что она слышит. He is frequently more direct. Чаще всего мужчина более прямолинейный. She is more passive, more apologetic. А женщина более пассивна, более как бы защитительную функцию выполняет. Again, there are some glorious exceptions. I've known some women who would never apologize, who would never back up. И, конечно, есть исключения. Я, допустим, знаю некоторых женщин, которые настолько упрямы, которые даже не признают неправоту и не извинятся. He is better at analyzing. Мужчины лучше аналитики. She is better at sympathizing. А женщины лучше проявляют сочувствие. Men often express their love by certain actions, Мужчины обычно доказывают свою любовь конкретными действиями. rather than saying "I love you." They will be more inclined to say, "Well, this paycheck I'm bringing home, this salary I'm earning, that proves I love you." Женщина, то есть мужчина меньше будет расточаться на слова, на фразы типа «я тебя люблю», скорее свою любовь он будет доказывать тем, что будет приносить домой зарплату и говорить, вот этого, что я заработал, достаточно, чтобы оплатить счета, так я доказываю, что я тебя люблю. It is typically the woman who is more comfortable saying the words "I love you." И обычно это женщины склонны часто произносить фразу «я тебя люблю». Just for curiosity's sake, how many of you were raised by a mom and a dad who were in the habit of telling you "I love you"? И мне просто интересно, кто из вас в семье, где родители, и мама, и папа очень часто говорили мамы друг другу «я тебя люблю». Raise your hand. Anybody in this room raised by mom and dad who are in the habit of saying "I love you"? Это просто привычка была такая в семье. Maybe I know you are. Lasha, I know you are. Ну да, я знаю. Alex, Это так. not a mom and dad, maybe mom. Ну, может быть, папа не очень, мама, скорее всего. Now, what does that say about us? Что это говорит о нас? It's not a good thing, is it? Это нехорошо. That explains now why some of us have such an issue relating in loving ways to others. И это объясняет, почему у некоторых из нас такие проблемы для того, чтобы выразить словесно, в том числе свою любовь. So let's just stop here and spend more time on this now. Поэтому давайте здесь подробнее остановимся на этом. We get a lot of our feelings of self-worth from others. What they say to us, what they say about us, how they treat us. Наша самооценка во многом зависит от того, что мы слышим о себе, что другие люди говорят о нашей ценности. And if you're raised up by someone who wasn't comfortable expressing love to you, then you may have felt mistakenly, of course, that you were unworthy of being loved. Если вы выросли в такой семье, в которой не было привычки проявлять нежность, говорить «я тебя люблю» и как-то другими словами подчеркивать свою любовь, то вы выросли с ошибочным ощущением своей низкой ценности. And so why didn't our parents express love to us better than they did? Но почему тогда наши родители не проявляли свою любовь к нам лучше, более открыто? Is it our fault? We're really defective kids? Это что, наша вина? Мы, наверное, родились такими дефективными детьми. No, not at all. They Совершенно нет. were parenting us the way they were parented by their moms and dads. А причина, скорее всего, в том, что наши родители воспитывали нас по тому образцу, по которому их родители воспитывали их. And it's our glorious privilege now to break the cycle of a failure to demonstrate love.
И теперь у всех у нас есть замечательная, славная возможность разорвать этот порочный круг и начать проявлять открыто и всячески свою любовь к нашим детям. In every family, there are certain cycles of behavior that repeat themselves. Во всякой семье есть определенный круг отношений, то есть как все заведено в семье, Some of these cycles of behavior can be destructive. который передается из поколения в поколение. И некоторые такие устои или уклады очень губительны. Some can be very constructive. С другой стороны, есть другой уклад жизни в семье, который, наоборот, будет очень созидательным. A destructive example would be, I'll take my family, for example. Вот я хочу сейчас на примере собственной семьи показать именно деструктивный характер уклада жизни. My father drank alcohol and died as a consequence of that. Мой отец был алкоголиком и умер в результате этого. His father, my grandfather, drank alcohol and was murdered as a consequence of that. Мой дед, то есть отец моего отца, тоже был алкоголиком, и его убили на этой почве. My great-grandmother, the mother of my grandfather, also had these alcohol issues and died prematurely because of that. Моя прабабушка, то есть получается мать моего дедушки, тоже страдала от алкоголизма и преждевременно умерла. So you see that cycle in my family. Вы видите этот порочный круг в Now, моей семье. there's the way I think of it. Вот как я все это представляю. Because great-grandmother drank and died, Потому что моя прабабушка пила и умерла. and granddad drank and died, Потому что мой дедушка пил и умер. and daddy drank and died. Мой отец умер, пил и умер. I'm not obligated to drink and die. Я для себя решил, что я не обязан продолжать такую семейную традицию. I need to break the family curse. Я решил, что я разрушу это семейное проклятие. I don't need to pass that on to my Jordan, Josh, and Потому Jeff. что я не хочу передать это отношение моим детям. Okay? So, Granny didn't say I love you. Daddy didn't say I love you. So I'm just going to be the same way. Если моя бабушка не говорила мне «я тебя люблю», если мой отец не говорил мне «я тебя люблю», что и я обязан вести себя так No, же? we got to put an end to that Нет, foolishness. с этим нужно покончить. You know, we've got to express love. Мы должны научиться выражать свою любовь. You know, when we talk tomorrow night about say, we'll talk about this phrase, I love you, much more, about how we need to say it. Когда мы будем говорить о том, что мы должны говорить, это первый пункт у нас. There are certain words and phrases that can have an almost magical effect on our relationship. Мы будем говорить о том, что фразу «я тебя люблю» нужно повторять почаще. И вообще есть некоторые фразы, которые магически действуют на отношения. Like, I love you. Одна из них «я тебя люблю». Thank you. Спасибо. I'm sorry. Извини. Please. Пожалуйста. I was wrong. Это моя вина. Forgive me. Прости меня. I forgive you. И я тебя прощаю. See how easy that was to Видите, say? как это легко произносить? And a lot of families, a lot of individuals are not saying it. It's like they'd rather die. Но при всем при этом некоторые люди, в некоторых семьях люди скорее умрут, чем произнесут что-то из этого. Or maybe better stated, they'd rather their marriage die than say those words. Или я бы перефразировала и сказал, такие люди скорее допустят, что их брак умрет, чем скажут это. Several years ago, I had a beautiful young lady in my office. Несколько лет назад ко мне в кабинет зашла прекрасная молодая женщина. She's probably 16, 17 years of age. Ну, девушка, ей было 16-17 лет. And we studied how women are more emotional. She was crying. Мы разбирали тему, что женщины более эмоциональные, она много плакала. These were legitimate, genuine tears. Но это были действительно оправданные, She was истинные слезы. having a tough time with herself. Потому что она переживала очень трудное время. Никак не We're trying to figure out where is this coming from. И она хотела узнать причину, почему все так. We started talking about her mother. И мы начали говорить о ее Her матери. mother's a Christian. Она была христианкой. Was married to one of the deacons in our congregation. И женой одного из диаконов в нашей общине. And she said, Brother Jeff, my mother has never told me that she loves me.
И потом в процессе разговора эта девушка сказала мне: брат Джеф, ты знаешь, моя мама никогда не говорила мне, что любит меня. And I just wanted to hug that poor girl and say, your mom was wrong. И я едва не вскочил, чтобы обнять ее и сказать: твоя мама, конечно, не права. God loves you. I love you. You need to love yourself. Потому что Бог тебя любит, я тебя люблю, и ты должна полюбить себя. And I'm sure your mom loves you, but she just doesn't know how to И express я it. уверен, что и мама твоя любит тебя, просто она не знает, как See, это that выразить. poor girl was scarred because of mama's inability or lack of desire to express love. Просто душа этой молодой девочки была просто изранена из-за того, что мама была не способна словесно и другими способами показать ей свою любовь. And yet, on nearly every page of our Bible, our Heavenly Father is saying to us in one way or another, I love you. И в то же время практически на каждой странице нашей Библии наш Небесный Отец говорит нам о своей любви к нам. He loves us so much every day, He gives us a beautiful Он sunrise. каждый день доказывает нам свою любовь. He loves us so Посмотрите much хотя every бы day, He gives us this air to breathe. на то, что каждый день мы видим прекрасный рассвет. He loves us so much, He gives us all these flowers to enjoy. Он We didn't настолько have these сильно flowers. нас любит, что дает нам цветы полевые. He loves us so much, He's filled the air with beautiful singing birds. Он настолько нас любит, что наполняет воздух пением, прекрасным пением птиц. He loves us so much, He gave us His Son. Он настолько сильно любит нас, что отдал за нас своего сына. I love you. Я люблю вас. I'll never give you my child. Never. Но, тем не менее, ни одного из своих детей я ради вас не отдам. Но Бог пошел на это. So we got to be, if we're raised by a mom and a dad that weren't real good at expressing love, then let's go to the Bible parent as an example of how we're to express love. И если вы выросли в такой семье, где ваши родители не знали, как выразить вам свою любовь, то давайте в качестве примера обращаться к нашему небесному родителю и учиться у него, как это делает в своих семьях. Okay, let me ask you, let me give you a test for just a moment. Я хочу задать вам вопрос, вот испытать вас. If you have been told by someone today, I love you, if you've heard someone say to you today, I love you, Если бы сегодня вы услышали, как кто-то говорит вам: я вас люблю, raise your hand, please. if somebody told them, Yes. ага, то есть вопрос в этом: кто-то вам сегодня говорил, что вас любит? Поднимите руку. Yeah, I just said it, didn't I? Some of you sitting there without raising your hand thinking, nobody ever says it to me. I just did. Я видел вот это вот замешательство минутное, потому что люди сразу думали, что мне же никто не сказал, но я только что сказала. Okay, so, come on, women, let's say those words. Let's say it, let's mean it, let's show it. Давайте и мужчины, и женщины будем произносить это и вкладывать в эти слова действительно наши чувства и демонстрировать их. I got to make a note of that. It's just really amazing to me how many of us were raised up in families where we're not hearing the words, I love you. I love you is very rare. What a shame. Okay, other differences? Okay, if you are arrested and put on trial for a crime, Если бы вас арестовали и стали бы судить за преступление, do you have juries in Ukraine? у нас в Украине действует суд присяжных. Right. In court, you have a jury, 12 men and women, they decide if you're guilty or innocent. Y'all familiar with that concept? Присяжных сидят и решают, кто виноват. No. Не так. Нет. Не так все в Украине. Very rare. Okay, in America, if I'm arrested for stealing your pig, they'll put me on trial before a jury of 12 people. В Америке, если я, допустим, украду кого-нибудь свинью, меня арестуют и будут судить судом присяжных из 12 человек. These 12 people hear the evidence for my guilt and against my guilt, and then at the end they vote, guilty or innocent. Эти 12 человек сидят и внимательно слушают доказательства в пользу моей вины
и защиту меня, и потом решают голосованием, виновен или не виновен. So, do you want men on that jury, or do you want women on that jury? Так вот спрошу, вы хотите, чтобы с присяжными были женщины или мужчины? Конечно же. В зависимости от преступления. You want women. You want women. Women are much more likely to find you innocent. Men are much more likely to find you guilty. Потому что женщины будут более склонны вынести оправдательный вердикт, а мужчины, наоборот, обвинительный. Okay, here's another difference. Here's another difference between men and women. Еще одно различие между мужчинами и When женщинами. even we see this with little boys in school, and through high school and college and even now. Мы это наблюдаем даже уже с детского возраста. How do boys and men carry their books? Как мальчики, мужчины носят свои книги. Right here, by our side, right? Okay, that's what we do. How do women typically carry their books? Носят книги, тетрадки. Right here, Вот так. right here. Okay, now think with me. You know why that А теперь is? думайте вместе со мной, как вы думаете, чем это обусловлено? How do women carry their babies? А как женщины своих детей носят? Right here. Вот так. Men, А мужчины? we don't need to carry the babies like this. Okay? Если бы могли вот так бы, A lot of differences, a lot of different physical differences, emotional differences, spiritual differences between men and women. There's even, they've done research on our dreams, and men and women dream vastly different from each other. Вот даже исследовали сновидения, то есть мужчинам и женщинам сны разные снятся. You know, they do research on everything these days. Ну, что касается исследований, то их проводят по любому поводу. And they've done research on what women dream about the first 3 months of pregnancy. Вот даже исследования провели, что снится женщине в первые 3 месяца беременности. Now, maybe you didn't dream about any of these things when you were pregnant your first 3 months. Like Может быть, тем женщинам, которые уже пережили беременность первые 3 месяца, может, они не видели таких снов, но тем не менее. women typically, first 3 months of pregnancy, they dream about potted plants. То есть, как правило, опять же, согласно исследованиям, первые 3 месяца беременности женщинам снится, что они садят цветы, They dream about frogs, снятся им лягушки and they dream about worms. и черви. Anybody here do that? Кому-нибудь из женщин такое снилось? Значит, You know what the average daddy dreams about those first 3 months? Какие сны обычно снятся отцу будущему? Опять же, первые 3 месяца. Three things primarily. Преимущественно 3. Number 1 is chocolate pie. Первое — шоколадный торт. Number 2 is chocolate pie. Второе — шоколадный торт. And number 3 is chocolate pie. И в-третьих, шоколадный Well, that's what I dream about. I don't know Потому what что this это мне man такое is. снилось. I have lots of good dreams about. Интересно. All right. So, thank you for your discussion. We have lots of differences between us, boys and girls. Да, мальчики и девочки, между нами очень много различий. Between brothers and sisters in Christ in the church. Между братьями и сестрами в церкви. Between sons and daughters. Между сыновьями и дочерьми. Okay? So we got differences. Да, Are we going to allow those differences to disrupt us and destroy us? но давайте не будем позволять этим различиям уничтожить нас. No. We can't allow that. Мы никак не можем. We need to allow those differences to make each of us more complete. Наоборот, давайте использовать эти различия для того, чтобы взаимодополнять друг друга. Enhance us, we celebrate the differences. Чтобы отмечать, радоваться этим различиям и усиливать какие-то, может быть, свои качества. You know, some differences can be really destructive. Да, есть такие различия, которые очень деструктивны. That's why the Apostle Paul said in the church at Corinth, let there be no divisions among you. Именно поэтому апостол Павел сказал церкви в Коринфе, да не будет между вами You know, he разделения. begs them that they all speak the same thing. Он буквально умолял их, чтобы они все говорили одно. And as much as we can diminish our differences, I think
the less conflict we're going to have. И чем больше мы будем стараться не выставлять на показ свои различия, тем меньше конфликтов в церкви у нас будет. And when it comes to certain differences, maybe sometimes we need to have a debate, a healthy debate or discussion about it. А если уже и возникают какие-то различия, может быть, по поводу учения, то, может быть, пришло время провести какое-то здравое обсуждение. So we need to ask ourselves, is this difference really worth us having an argument about? Но при этом мы должны спросить себя, а действительно ли эта разница во мнениях, скажем, насколько важна, чтобы устраивать дискуссию по ее поводу? Is this worth a war? Стоит ли это того, чтобы начинать войну? We have to choose our battles carefully. Потому что мы должны очень осторожно решаться на сражение. For example, mom, dad, if your child has a messy room. Например, мама и папа, если у вашего ребенка беспорядок в комнате, obviously that's not a good thing. Это очевидно, нехорошо. But is this something you really want to have, as we say in America, have a knock-down, drag-out fight over? Но, опять же, является ли это такой причиной, для разрешения которой костьми нужно лечь? It's probably not worth it. Я думаю, что... See, if we're fighting with the kids or the spouse over every little thing, поэтому, если вы будете сражаться со своим супругом или с детьми по каждой мере, then when something really big comes along that we need to have a healthy discussion over, we're going to be ignored. То когда действительно проблема, какое-то серьезное различие, то нас просто будут игнорировать. Because they were so accustomed to us yelling, they just stopped Потому что они уже listening. настолько привыкли к тому, что мы по любому поводу поднимаем шум, что просто пропустят это мимо ушей. I really believe a healthy home is a choice. И я действительно глубоко убежден в том, что здоровые отношения в семье – это сознательный выбор. To make the changes with God's help we need to make so that we can be better than the home. Я думаю, что каждый из нас с Божьей помощью может произвести в себе такие перемены, которые улучшат климат в семье. You want a more loving home, there's an easy solution to that. И если вы хотите, чтобы атмосфера в семье была более любящей, то этому есть легкое решение. You be more loving. Начните сами быть более любящим человеком. Всегда все начинается с себя. I want a happier home. It's up to me to get happy. И если я хочу более счастливый брак, то я должна первое добиваться этого счастья. It's the same principle in God's forever family. Те же самые принципы действуют и в Божьей вечной семье. I want a friendlier church. I need to be more friendly. Если я хочу более дружественную атмосферу в семье, я сам первый должен быть более дружественным. I want a more evangelistic church. I need to be the one that's more evangelistic. Я хочу, чтобы церковь была более благовествующей, я сам первый должен быть более Too many of us waiting on the other person Очень многие to self-evaluate and make improvements. ожидают, что кто-то другой будет делать это за нас. Fine. You're familiar with the city of Amsterdam? Вы знаете такой город Амстердам? Back during World War II, there was a Jewish girl named Anne Frank. You remember hearing about her? Там во время войны жила девочка по имени Анна Франк. Наверное, это имя. I've actually visited her home. И когда я был там, я посещал ее дом. On one of my trips going back from Ukraine. Это было во время одной из моих поездок на Украину, когда я уже возвращался обратно. During World War II, remember, the Nazis were after the Jews. И мы помним, что во время Второй мировой войны нацисты истребляли евреев. Anne's a Jewish girl, Jewish family, so she's hiding in an upstairs closet. It's really big, though, much more elaborate than the typical closet. И вот в Амстердаме пряталась эта еврейская семья, Франк, и наверху, там, на чердаке, в комнате. Но это такой чердак, не такой, как в нашем обычном понимании. She and her family successfully hid from the Germans for a long time. И там этой семье удавалось достаточно долгое время скрываться от нацистов. Eventually, someone close to them betrayed their location. Но в конце концов, тот человек, который знал о них, предал. The Nazis came and got Anne and her parents and her sister. Нацисты пришли и арестовали всю семью. Ultimately, she was placed in a terrible concentration camp, horrific conditions for this little girl.
И в конце концов она оказалась в ужасном концлагере, и это была ужасная ситуация для маленькой девочки. And during this time of hiding, she wrote so courageously, so inspirational. И пока семья пряталась там на чердаке, она вела дневник, и там очень много таких смелых как бы размышлений. Those writings were found after she was killed. Вот этот дневник был найден после того, как уже она погибла. Sometime you need to do yourself a great favor and read the book, The Diary of Anne Frank. И я думаю, что вам следовало бы прочитать книгу «Дневник Анны Франк». Here's one of the things she said. Вот, например, что она писала. She said how wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. Она говорит, как замечательно, что никому не нужно ждать долго для того, чтобы начать улучшать мир. And I would say how wonderful it is that none of us need wait a single moment to begin improving ourselves. И я перефразирую, скажу, как замечательно, что никому из нас не нужно долго ждать, чтобы начать улучшать самих себя. When we improve ourselves, we improve our home. Когда мы улучшим себя, улучшится и атмосфера в When семье. we improve our home, we improve the church. А улучшится атмосфера в семье, улучшится она и в церкви. When we improve the church, we ultimately, with God's help, improve the world. А если улучшится ситуация в церкви, то в конечном итоге и с Божьей помощью улучшится мир. See, our great opportunity today and every day is self-examination, Итак, каждый день, сегодня и всегда which leads to self-improvement, мы должны which leads then to home improvement. и это ведет к улучшению климата в семье. Now, we use the word impossible way too frequently. Мы очень часто используем слово «невозможно». Well, Jeff, you don't know my situation. It's just impossible. Ну, Джеф, ты не знаешь мою ситуацию, это просто It's невозможно. impossible for me to change. It's impossible for him to change or her to Невозможно мне change. измениться, невозможно ему измениться. It's impossible for me to reach my kid. Мне невозможно достучаться до моего ребенка. But let's understand that the word impossible, that conclusion, it is an opinion. Но давайте не будем при всем этом забывать, что вот это слово «невозможно» — это всего лишь ваше субъективное мнение. Impossible is an opinion. It is not a fact. Это ваше мнение, но это не факт. The fact is А факт в том, that with God's help, it is entirely possible for each of us to make the improvements we need to make. что с Божьей помощью это абсолютно возможно сделать необходимые изменения. So that we can be better people, so that we can have better homes. Чтобы мы стали лучше, чтобы наши семьи стали лучше. In our Bible, God has given us a doable plan. В Библиях Бог дал нам такой хороший план. And it is up to each of us to do it. И этот план выполнимый, то есть он под силу каждому из нас. I want you to look at these words for just a moment. Just want to introduce this. Мы обратимся к этим словам, которые написаны. Я хочу вас с ними познакомить. We'll examine these words in some detail tomorrow night. Завтра мы подробнее поговорим о них. And Sasha, tomorrow night is the last night of our study in this direction. Friday night, what happens? Завтра у нас будет We have последняя just singing and praying for the needs of all people. В пятницу уже будет просто занятие пения, молитвенные нужды. 8 things we get to do to have a better marriage, better relationship. На доске написаны 8 дел, которые вы должны делать для того, чтобы улучшить взаимоотношения. Number one, we stay. We got to find a way to stay together. Первое – это оставаться, то есть мы должны оставаться вместе. That's God's plan for us. It's been His plan since the beginning. В этом заключается Божий план для семьи, таким он был с самого начала. Remember Genesis, the plan is that a man and a woman, right, they leave father and mother. Помните, еще из книги Бытия мы знаем, что Божий план заключается в том, They что cleave to their spouse, and they become one flesh. They leave, they cleave, they weave. должен оставить своих родителей и прилепиться к своей жене и стать одной плотью, одним целым, то есть как бы переплестись. That word cleave is a really strong word.
Вот это слово «прилепиться» действительно очень It's the same сильно. word that is used in the Old Testament for the scales of a fish cleaving to that fish. Это то же самое слово в Ветхом Завете, которое описывает, как плотно рыбья чешуя прилегает к коже. And this isn't the most beautiful picture of marital love, but it's the same word used for leprosy, clinging to the body of someone sick with leprosy. К рыбьей коже имеется в виду. То же слово описывает, каким образом проказа буквально въедается в кожу человека. I mean, the devil surrounding us with influences trying to separate us from our spouses. Но We дьявол gotta fight that. окружает нас всеми искушениями, всеми уловками для того, чтобы разъединить нас, но мы должны противодействовать этому. We gotta stick together. Мы должны держаться And by the way, вместе. all these in English, right? И, кстати, если кто-то еще не заметил, на английском языке все эти принципы рифмуются. Right? We stay, we say. Мы остаемся, мы говорим. And that gets back to these words we say. Этот принцип, опять же, возвращает нас к необходимости I произнести те love you, I слова. forgive you, I'm sorry, thank you. Я люблю тебя, извини, прости, спасибо. I mean, this is common courtesy. Это все лишь обычные проявления, знаки внимания или By the way, правила вежливости. We talked about differences between American culture and Ukrainian culture, our first night. Помните, на первом занятии мы говорили о разнице между американской и украинской культурой. One thing my Ukrainian friends we can work on is being more courteous in our Так speech. вот, мои украинские друзья, я хотел бы призвать вас больше внимания уделять именно обычной вежливости. Thank you. You're welcome. Чаще употреблять Please. спасибо, пожалуйста. Those are such helpful words. Это очень полезные In слова. the store, in the restaurant, И but в магазине, especially in в the home. ресторане, особенно дома. Okay, a lot of good things we get to say. Then display. Говорить нужно очень много хорошего. What's that Даже mean? показывать, что это значит. We demonstrate the love. Это значит, что мы должны Two of the демонстрировать. best ways to demonstrate love in the home is through hugging and kissing. И как самые показательные, что ли, способы проявить свою любовь в семье, это объятие и поцелуй. Kissing is so healthy for us. Поцелуй, например, это очень здравое занятие. It releases endorphins in our body, helps us to feel better. Потому что это действие вызывает выброс эндорфинов, то есть это улучшает настроение. It's like kisses are release something that's like a natural painkiller. Получается, что поцелуй запускает в организме реакцию, которая сродни болеутоляющему лекарству. Okay, husbands, here's the way it works. Вот, мужья, как это действует. Okay, you both come home, long day, tired. После долгого рабочего дня вы оба приходите домой, оба уставшие. You want to kiss your wife? Вы хотите She поцеловать says, жену, no, I have a headache. а она говорит, ой, нет, у меня голова так болит. You tell her that you heard somewhere that kissing is good for headaches. It А вы takes it говорите, а я вот much better than слышал, aspirin. что поцелуй действует на различные виды боли гораздо лучше, чем аспирин. Do you know that people that kiss every day, they make more money at work? Знаете, еще такое наблюдение. Те люди, которые больше поцелуев раздают как бы в день, If they're students in school, their grades are better. Если, допустим, дети, то есть их часто целуют Their life expectancy is longer. учатся, I mean, there's и just all они kinds of дольше benefits of живут. kissing. То есть это So here's what you do, список all преимуществ. right? When you wake up in the morning, Итак, вы просыпаетесь утром, kiss. надо You поцеловать. haven't brushed your teeth yet, so keep your lips closed, just a peck, kiss. Ну, поскольку зубы вы еще не чистили, то можно не разжимать губы. Okay, before you separate for the day, Прежде чем вы He's разойдетесь going to work, she's по going to work. работам, Another kiss, that's two то kisses. перед уходом обязательно поцеловать на прощание. Два Okay. поцелуя уже. We all come home, Возвращаемся домой с that's работы. 3 kisses. Третий поцелуй. Okay, before we go to sleep, Перед Kiss сном again. четвертый. 4 kisses can save a marriage. И 4 вот этих как бы обязательных Don't you believe that? Don't you спасут believe that брак. these people that are getting divorces, do you think they're kissing when they wake up, before they say goodbye, when they say hello, before they go to sleep at night? На грани развода. Как вы думаете, разве они используют вот эти 4 обязательные поцелуя? And Не просыпаясь, hugging. не засыпая.
Wow, there's so much research on the value of a hug. Далее, об объятиях. Очень много исследований было I'm not just talking сделано. about hugs from spouse to spouse, but hug from parent to child. И не только объятия между супругами, но и между родителями и детьми. You know, you can do something that will double the chances that your kid will turn out all right as an adult. И вы можете как бы подстраховаться в том, чтобы ваш ребенок вырос и стал хорошим ответственным взрослым. You can do something that will almost guarantee that they'll stay off the drugs. Вы можете сделать что-то, что практически будет гарантировать вам, That что they'll ваш become ребенок faithful, productive не Christians сядет as adults. на наркотики, что он станет хорошим и преданным You can do христианином. something that will increase their grades in school. Вы можете сделать что-то, что поможет ему хорошо учиться. в You can школе. do something that will boost their self-image. Вы можете сделать то, что поднимет его самооценку. And you know what that is, right? Ну, вы уже знаете, Every ответ на day. этот вопрос. Каждый You день. pick those little guys up and you hug them. Вы должны своих детей And you say прижимать those себе, three обнимать. words. И говорить эти три слова. I love you. Я тебя люблю. It is transformational. What that means. Просто вот это действие очень преобразующее A действие. lady by the name of Virginia Satir did a lot of research on hugging. Вирджиния Сатир очень много исследований провела на тему пользы объятий. And she said we need at least 4 hugs a day just to survive. Она говорит, что просто для того, чтобы выжить, каждый из нас нуждается в 4 объятиях в день. 8 hugs a day just for routine maintenance. 8 объятий в день должны стать привычной рутиной. And 12 hugs a day for just a magnificent life. А если 12, то у вас будет просто замечательная жизнь. And you can look around the room and tell who has not been hugged today. You Вот can just say, оглянитесь вокруг и посмотрите, кого еще сегодня не обнимали, and who has. а кого обнимали. Hug, 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 hug. Now let's do this. Let's Taras, stand up. Come here, please. Let's do this. Давайте вот что сделаем. I encourage men in the church where I preach to hug these ladies from the side. Я, допустим, тренирую молодых христиан для того, чтобы, если они будут обнимать сестер, что они делают это сбоку. Okay, let's hug these ladies this way. Let's hug them respectfully. Let's not violate their space. Давайте будем проявлять уважение к ним и не нарушать их личное пространство. Now, I'm not saying a chest-to-chest hug is a sinful thing. No. Я вообще не хочу сказать, что если мы повернемся друг I'm к just saying let's be другу, careful about that. то это греховно. Нет, просто, Okay, you know, let's. All right, просто listen, я I'm не not хочу saying- лишних неприятностей. But you get the idea. Ну, то есть вы поняли, что я хочу сказать. Okay, hugs are good. Объятия очень Okay, благородны. we'll say more about that tomorrow night. We want to stay and say and display, and we want to play. Далее, мы хотим играть. Proverb writer tells us to live joyfully with your wife. В книге притчи сказано: наслаждайся женой. God intends for marriage to be fun. Потому что Бог хочет, чтобы брак был приятным, Find ways to laugh. чтобы можно было хорошо проводить время, We'll веселиться. say more about that later. And then pray. We got to pray without ceasing. Далее, молиться и молиться We got непрестанно. to involve God in this relationship. Потому что в наши отношения мы обязательно должны включить Бога. Paul tells us to pray without ceasing. Павел говорит нам молиться Let's непрестанно. pray with our family without ceasing. Давайте вместе с всей семьей молиться непрестанно. Whenever I meet with couples that are in trouble with each other, I'll ask them, tell me about your prayer life. Каждый раз, когда я консультирую семьи, которые уже стоят на грани развода, я спрашиваю: расскажите мне о своей молитвенной жизни. Silence. Молчание. You know, embarrassment. И это меня They смущает. stopped praying together a long time ago. Это Maybe they мне never говорит started. о том, что они перестали молиться вместе уже давно, а может никогда и не молились. Pray when you're dating this person. Continue the prayer life after you're married. Молитесь, когда вы еще встречаетесь с будущим супругом, и молитесь, когда уже в союзе с ним. Now, number 6 is pay. Шестое, платите. What would pay mean? Что это What would может pay mean? We значить? got to pay our bills. Это просто значит платите по Debt счетам. is crushing many American Потому families, что and that is hurting some жизнь Ukrainian долг families. разрушит любую семью. It took our parents decades to accumulate some pretty nice things. Нашим родителям многие десятилетия потребовалось, чтобы накопить
хорошие, полезные вещи. We get married and we want those things immediately. А мы вступаем, ну, молодые люди вступают And в брак, и that все can это хотят be иметь so much сразу. pressure on the family. to pay those bills. И вот это желание, как бы, и с другой стороны, желание угодить своим детям накладывает дополнительные нагрузки на семью. Number 7 is slay. There's certain things we got to kill. Got to put to Седьмое death. – это убить. Есть некоторые вещи, может, проявления, от которых мы должны избавиться. We got to kill stubbornness. Избавляемся от чего? We От got to упрямства, put to death this anger, от гнева, this immaturity, от своей незрелости. this materialistic attitude. A lot of things that just have to be destroyed. They'll destroy us. От and our всего marriage. того, что может разрушить наш брак. And then we got to obey. И мы должны Hey, повиноваться. God has a plan У Бога есть план, for us husbands and wives to live together чтобы мужья и жены могли жить вместе. productively, peacefully, joyfully. В мире, продуктивно, в радости. And then our responsibility is to obey what He's told us to do. А наша обязанность заключается в том, чтобы повиноваться Божьим указаниям в этом плане. And we can do it. И мы можем это делать. We can do it. I want to end with something sweet and special. Мне хотелось бы закончить на чем-то очень приятном, очень особенном. I want you to think with me about the book of Ruth for just a moment. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе обратились к книге Руфи. This is one of my all-time favorites. Это одна из моих любимых. This is Ruth chapter 1, Первая глава, verses 16 and 17. 16-17 стих. Vitaly, do you have it? У Виталия открыто. Ruth 1, chapter 1. Первая глава Руфь. One of you men, when you get Я there, попрошу, let me know. когда кто-то из братьев откроет это место, прочитать. And verses again. Но Рут сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то делает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Don't you love this commitment that Ruth has to her mother-in-law, Naomi? Разве вас не восхищает такая преданность невестки своей свекрови? I don't want to leave you. I'm not going to leave you. Я тебя не оставлю. Wherever you go, I'm going to go. Куда ты пойдешь, туда и я Wherever пойду. you lodge, I'm going to lodge. Там, где ты будешь жить, там и я буду жить. Your people are going to be my people. Твой народ будет моим Your народом. God's going to be my God. Твой Бог будет моим Богом. Wherever you die, I'm going to die. Где ты умрешь, Wherever you're buried, I'm going to be buried. там, где тебя похоронят, и меня похоронят. That's commitment. Вот это и есть преданность. Well, that's impossible for me. Но для меня это невозможно. Remember, impossible is just an opinion. Не забывайте, это всего лишь ваше субъективное Fact мнение. is, Это we не can do факт. this, А факт and заключается we'll в be том, blessed when we do что this. вы это вполне можете выполнить и получите благословение. All right, your rear ends have got to be getting tired. Я думаю, что вы уже устали сидеть. Thank you so much for your wonderful attention. Спасибо большое за ваше внимание. Tomorrow night when we come back, we'll talk more about these things. Завтра, когда мы соберемся снова, мы опять поговорим о таком же, о подобном.